Всем привет! Мы с вами продолжаем работать в нашей платформе MailChimp, и сегодня мы с вами поработаем над самой кампанией, то есть созданием новостного письма. Для того, чтобы нам создать новостное письмо, нам нужно перейти в раздел «Компании» и выбрать в правом верхнем углу «Создать компанию». Из всех предложенных вариантов, которые тут есть, мы выбираем email, то есть мы будем делать email рассылку. И выбираем название. Допустим, я сделаю Рождество. То есть мое новостное письмо будет касаться темы Рождества. И нажимаем «Начать». Все, наше новостное письмо готово. А теперь мы будем его редактировать. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать аудиторию, кто будут получатели этого письма. Так как у нас одна аудитория, я из выпадающего списка выбираю свою аудиторию сотрудники, а вот тут интересный момент, мы уже можем выбрать сегмент, который будет получать это письмо. Мы с вами уже ранее создавали два сегмента англо- и русскоговорящих, поэтому я, допустим, в своем новостном письме выбираю англоговорящих. То есть только англоговорящий сегмент получит мое письмо, русскоговорящие даже не затронутся. Мы нажимаем «Сохранить эту информацию» и переходим к следующему разделу «От кого?». Эта информация, в принципе, уже была введена нами, то есть тут имя и электронный адрес, с которого будет отправляться наша новостная рассылка. Далее мы переходим к предмету «Subject», то есть о чем ваша компания. Чтобы написать предмет компании, вам нужно тут ввести название. Допустим, я введу Рождество. Здесь можно написать еще какой-то предтекст, типа пролога к вашему письму. И мы нажимаем «Сохранить». И самое интересное нас ждет впереди. Мы будем работать над содержанием, над контентом нашего новостного письма. Для этого мы переходим в раздел «Дизайн email» или «Создание нашего письма». Тут нам предлагается сразу несколько вариантов. Это могут быть и какие-то макеты, какие-то темы, сохраненные шаблоны и так далее. Я выберу layouts, то есть макеты, и выберу самый простой, это одна колонка. Дело в том, что тут не все варианты не являются бесплатными, поэтому я выбираю тот, который бесплатный. Вот, например, третий, он уже платный. Для этого нужно заплатить денежку, чтобы получить вот такой вариант, допустим. Но все равно его можно сделать самостоятельно, когда вы будете создавать письмо. Я выбираю первый вариант и нахожусь теперь в панельке, где я могу создавать свое письмо. Что мне тут предлагается? У нас здесь есть три основных блока или сегмента. Первый – это непосредственно сами блоки, далее это стиль и это комментарии. Мы с вами будем работать с вот этими основными двумя вкладками. Что нам предлагает вкладка «Блоки»? Тут вы можете добавлять вот эти вот все маленькие квадратики в свое новостное письмо. Первое – это текст. Чтобы добавить его в свое письмо, вы просто зажимаете его и перетаскиваете. Можете поставить в любое место, куда вам удобно. Я, допустим, в серединку поставлю. Все, у вас появился блок с текстом. Тут вы его можете уже редактировать, как хотите, он у вас сразу отображается. Обязательно не забывайте сохранить, сохранить и закрыть, чтобы ваша информация сохранилась. Далее есть текст в блоке или в коробочке, как тут написано. То есть это текст, который будет выделен каким-то цветом. Допустим, если вы хотите на чем-то акцентировать внимание, вы выбираете вот такой вот небольшой блок, и с помощью него вы можете выделить какую-то информацию. Далее нам предлагается разделитель, divider. Зачем он нужен? Возможно, если у вас сразу много блоков, и чтобы немножечко облегчить
визуальное восприятие текста, вы ставите вот такой вот разделитель. То есть он у вас появится, и как бы он разделяет вот эти блоки между собой. То есть человеку просто будет немножко проще читать ваш текст. Вы можете его ставить, можете и не ставить. Это по вашему желанию. Далее можно вставить картинку. Опять же, вы сами вот загружаете свою картинку, какую хотите. Можно добавить группу картинок. Можно добавить что-то вроде открытки или визитки. То есть тут можно и загрузить картинку, и сразу писать какой-то текст. Также можно ставить обычный блок картинка и текст без какого-то выделения цветом. Дальше у нас есть такой сегмент, как «Поделиться». Тут можно также ввести свои ссылки на ваши какие-то социальные сети. То же самое и с вот этой вкладкой. Вам предлагается ввести тоже ваши сайты, то, где вы подписаны, в общем, какие-то социальные сети. Далее, что у нас есть, это button, очень интересная кнопка. Я сейчас покажу, что с ней можно сделать. Как видите, тут выделен синенький такой блок, написано Buy Now, купить. Что эта кнопочка делает? Вы, например, можете написать не Buy Now, а, например, пожертвовать. То есть человек будет нажимать на эту кнопку, которая будет находиться, допустим, в самом низу вашего новостного письма, и вот сюда вы добавляете веб-адрес, то есть ссылочку на какой-то сайт или, допустим, на какой-то банк или еще что-то, где, в общем, есть ваша информация, как вам пожертвовать деньги. Вы сюда вводите какую-то ссылочку и нажимаете «Сохранить». И вот эта вот кнопочка будет автоматически переводить человека на ту ссылку, которую вы зададите, чтобы он, допустим, смог пожертвовать вам деньги на служение. То есть этой кнопкой можно воспользоваться, почему бы нет, если есть такая интересная функция. Футер, он предлагает такую информацию, что это ваше письмо защищено, все его права защищены, он вводит автоматически год, вводит название компании, если вы его сами задали. В принципе, если это ваша личная рассылка, вам оно так и не сильно понадобится, мы его удаляем. Тоже код, HTML-код трогать не обязательно, если, конечно, вы не разбираетесь в этом. И можно добавить также видео, вы можете его вот загрузить, но, правда, загрузить само видео не получится, скорее нужно вводить ссылку на видео, где оно находится. И нажимаем «Сохранить». То есть вот это самое главное, как вы можете работать с блоками. Сейчас посмотрим еще стили, это тоже интересно, тут есть много разных вкладок. Покажу вам пару из них, допустим, Page, страничка. Вы можете выбрать фон вот этой вот всей области. Вот тут вот мы нажимаем и выбираем, допустим, любой цвет, какой вам хочется. Так. Также вот вы можете выбрать цвет, и не только цвет, а даже границы, какие будут у вашего письма и так далее. То есть тут вы можете уже баловаться, как вам захочется. Также вот есть вот это вот раздел, это вот эта вот часть, вот эта область, которую тоже можно выделить каким-то цветом, если вам так сильно уж захочется, допустим, каким-то другим. Вот, то же самое, здесь можно разбираться, пробовать, смотреть, выбирать цвета, которые вам нужны. В принципе, такую же процедуру можно провести и со всеми остальными блоками, допустим, там с основным, вот это основная область самого письма. Можно выбрать тело, структуру самого письма, какого цвета оно будет, футер тот, который мы не особо хотели добавлять, вот он есть у нас, кстати, ну и так далее. В общем, тут вы как хотите, так и делаете. Это самые главные моменты по поводу того, как форматировать письмо, как задавать его стиль и как его компоновать. Далее мы с вами рассмотрим, как создавать текст и как его непосредственно редактировать.